На горизонтальном гладком столе лежат два бруски А и Б, соединенные нитью. Масса каждого бруска 1 кг. На эти бруски действует сила F равно 0,4 ньютона, как показано здесь на рисунке. И принимая в расчет трения, определить. Первое. С каким ускорением движутся бруски. Второе. Какая по величине сила действует на левый брусок в направлении движения. Третье. С какой силой натянута веревка. И четвертое. Какие по величине силы действуют на правый брусок по линии его движения. Известна задача. На гладком столе лежат два бруски, масса которого равна 1 кг. На эти два бруски действует сила F равно 0,4 ньютона. Определить много значений. Ускорение в первую очередь, каким движется тело эти бруски. Какая по величине сила действует на левый брусок в направлении движения. С какой силой натянута веревка. Какие по величине силы действуют на правый брусок по линии его движения. Гладкий стол горизонтальный, в котором находятся два бруска. Это брусок А, это брусок Б. Между ними натянута веревка. И на них действует сила F. Трение не принимается в рассмотрение. Получается, что здесь абсолютно гладкий стол. Для того, чтобы определить ускорение, с которым движутся эти бруски, мы можем рассмотреть их одновременно, как целую группу, вместе с натяжением и так далее. F будет работать против двух масс. Можно сказать о том, что F равно сила, которая вот это действует, будет равна ускорению, что умножится на МА плюс масса B, а массы-то одинаковые. Получается F равно 2АМ. Отсюда ускорение будет равно А равно F делить на 2М. Либо равно, подставляем значение 0,4 ньютона делить на сколько? На 2 килограмма. Разложим ньютон на его составляющие, к чему он равен. Будет 0,4 килограмм на метр, а секунды в квадрате опустим вниз. Множится на 2 килограмма. Килограммы сократятся, то мы получаем 0,4 делить на 2, получаем 0,2, остаются метры на секунду в квадрате. Ускорение, с которым движутся эти оба тела, можно сказать о том, что А равно 0,2 метра на секунду в квадрате. Раз они движутся таким ускорением, то можно сказать, как натянута вот эта веревка. Поскольку Т двигает только один брусок А, в данном случае можно сказать о том, что Т равно МА, что множится на ускорение. Но поскольку МА равно 1 килограмм, они оба одинаковые, МА и МБ. И нам известно ускорение, мы можем сказать следующее. 1 килограмм, что множится на ускорение на 0,2 метра за секунду в квадрате. Это будет равно 0,2 ньютона. Сила натяжения веревки равна 0,2 ньютона. Т равно 0,2 ньютона. Теперь рассмотрим, какие силы действуют на брусок Б. С одной стороны действует сила F в эту сторону. В эту сторону ему противодействует сила Т. Сила F известна, сила Т известна, но вместе с тем он движется с ускорением, потому что сила F, как мы говорим, 0,4. В одну сторону действует на брусок Б сила F 0,4 и тормозит вот это значение Т. Мы можем сказать, что сила, которая действует на брусок Б, для того, чтобы создавать ему движение, будет равна F, известное значение, минус Т. Это равно 0,2 ньютона. И это 0,2 ньютона будет создавать ускорение для этого тела. На брусок А действует только одна сила, которая сила натяжения. Силы, которые действуют на брусок Б, в одну сторону действует сила F и противодействует ему сила Т с левой стороны. Ну а разница этих сил дадут ту силу, которая будет двигать брусок Б с соответствующим ускорением 0,2. Поскольку ускорение для них одинаковое, все это решение сводится к тому, чтобы посчитать натяжение нити. Натяжение нити противоположно действует на брусок Б, он подтягивает за собой этот брусок А, поэтому ему сложнее. Сила F распределена.